Знаете, спасти мир от вечной тьмы может не каждый, особенно если вам 8 лет. Но игра One Shot помогает нам почувствовать это ощущение. За это мы и любим данную игру. Есть много причин, почему игра осталась в сердцах многих людей. Именно о этих причинах мы и поговорим в этом видео. В основном речь будет идти именно о версии One Shot World Machine, ведь все равно разработана одними и теми же разработчиками. Зайдя в игру, первое, что вы увидите, это красивое меню, а первое, что вы услышите, это прекрасную музыку. Именно о ней и пойдет сейчас речь. На протяжении всей игры вы будете слышать ее. Она помогает нам погрузиться в этот умирающий, но по-своему прекрасный мир. Большую часть музыки написала Кейси Гу. Также она участвовала в разработке таких игр, как «Благослови тебя», «Рип», «Тесс и забытый друг», «Лоли-Лоли», «Гонка на вечеринку при лунном свете». Кроме того, Кейси Гу работала над саундтреком к игре в сотрудничестве с другим музыкантом. Есть одна интересная механика в этой игре. Там на рабочем столе появляется музыкальная шкатулка, и по мере прохождения в ней открываются новые песни. Эту музыку вы можете переслушать сколько угодно, ну а если вы не слушаете, то Ника спит. После пробуждения Ника и не проходит 5 минут, как с вами связывается мировая машина и говорит: ты влияешь на Ника. И действительно, мы, игроки, влияем на него. Ты можешь его поддержать, выслушать, давать разрешение лечь спать. И именно в конце от нашего выбора решается судьба Ника. Если вы играли в One Shot, то значит знаете о том, что нас считают в этом мире божеством. Разговаривать с нами может только Ника. Обращается он к вам по нику в стиме, поэтому будьте аккуратнее. Меня вот он называл Дениской. Я думаю, вы уже заметили, что One Shot World Machine сделана в пиксельной 2D стилистике с видом сверху. И это красиво, но есть кое-что лучше. Речь идет о этих вставках. В основном они тут пиксельные. Все они хорошо вписываются в эту игру, потому что выглядят прекрасно. Многим фанатам они нравятся, и с этим спорить даже не буду. Также хочу сказать буквально в 2 словах, что визуал хороший. Я же говорил, скажу только в 2 словах. Второстепенных персонажей в игре One Shot очень много, а основных персонажей всего лишь 3 штуки. Но даже так какой-нибудь фонарщик выглядит очень прикольно. У него немного реплик, но чем-то он все-таки цепляет, как и другие 14 персонажей, с которыми Ника поговорит по мере прохождения. А пока давайте поговорим про нашего друга. Начал я видео с этой фразы. Знаете, спасти мир от вечной тьмы может не каждый, особенно если вам 8 лет. Но да, наш главный персонаж еще ребенок, но именно в One Shot ты веришь, что ему 8 лет. И ты настолько к нему привыкаешь, что в конце становится тяжело выбирать между отправлением его домой и спасением мира. Почти в каждой инди-игре найдется большое количество пасхалок на разные вещи, и One Shot не стал исключением. Всего в игре примерно 24 пасхалки, и эту информацию я узнал через One Shot Вики. И да, тут такое есть. Возвращаясь к пасхалкам, хочу назвать несколько примеров. Первый пример «Мы скучаем по тебе». Это изображение отсылает к человеку, который существовал на самом деле, Айрону Маллинсу. К сожалению, он погиб, но чтобы увековечить память о своем друге, Кейси Гу добавила эту надпись с котом в цилиндре, которого можно увидеть на изображении посвящения. Очень грустная на самом деле пасхалка. Второй пример – небольшая пасхалка, которую можно обнаружить, если убрать ограничения по передвижению по локации вход. В правом верхнем углу можно будет найти вариацию смайлика, которые иногда применяют в общении. И последняя пасхалка под цифрой 3 – это файл-пасхалка, которая находится в игровой папке Face. Выглядит как минималистичное лицо Ника в черно-белой палитре. Если вы хотите узнать и другие секреты, то ссылку на Вики я оставлю в описании. За что можно любить игру? Правильно, за мемы от фандома. Как вы поняли, причин достаточно много, почему люди любят One Shot. Хотя некоторым игра все равно не нравится, ведь если убрать сюжет, то по факту в игре надо выполнять только задания. И все. Эту фразу я не помню где нашел, но на самом деле она очень глупая. One Shot World Machine или простой One Shot — это все равно игра с сюжетом, а не игра с жанром песочница. Надеюсь, ролик вам понравился. Подписывайся на канал, ну а если я тебе понравился, то можешь подписаться и на мой ТГК. Все ссылки в описании. Кстати, о Кейси Гу. Сейчас она является директором и руководителем студии проекта Margin of the Strange. Вот уверен на все 100%, что название я неправильно прочитал, поэтому сори.